Друзья, рад видеть вас на своем канале. Сегодняшний ролик будет посвящен сборке ПК на заказ для клиента. Он попросил собрать ПК на новом железе с памятью DDR5. Причем бюджет всей сборки должен быть в районе 50 тысяч рублей. Но об этом чуть позже. По традиции начну с корпуса. В данную сборку был выбран корпус Aquarium от компании OSIPAS. Модель Gamma C72 имеет 3 вертикальных посадочных места для вентиляторов на вдув. В одном из будущих роликов буду использовать немного уменьшенную копию данного корпуса с 2 посадочными местами. Модель называется C52. В качестве процессора был выбран Ryzen 7500F. Второй процессор в кадре для еще одной сборки. Жаль, что третий процессор не успел приехать. Так бы я его тоже добавил в кадр. Сейчас это самый популярный и мощный за свою цену игровой процессор. Со стороны Intel конкурентов у него нет, по крайней мере в ценовом сегменте. Материнскую плату подбирал исходя из бюджета. На момент покупки эта плата продавалась со скидкой, и ее цена была на 200 рублей выше самой недорогой материнской платы на чипсете B650. Как вы уже поняли, таких плат у меня 2. Вторая пойдет для следующей сборки. У этой платы есть радиатор для SSD-накопителя и 4 слота под оперативную память. На данный момент цена этой платы в районе 11 тысяч рублей. Этот SSD-накопитель я успел купить до повышения цен на твердотельные накопители и оперативную память. Сейчас такой SSD стоит на 1000 рублей дороже. А вот оперативная память к тому времени уже начала расти в цене, поэтому пришлось выбирать вариант подешевле. Сейчас цена такого комплекта около 11 тысяч рублей, подорожание на 3000 рублей. У меня еще такой вопрос, а эту наклейку с надписью DNS на заводе приклеивают или это сам DNS делает? Кулер для процессора от компании Thermalright отображает нагрузку и температуру процессора, а также показывает нагрузку и температуру видеокарты. Друзья, если вам нравится мой контент, то, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, это очень сильно помогает в развитии моего канала. Немного напрягает ситуация с дефицитом чипов. Цены на оперативную память и твердотельные накопители очень сильно поползли вверх. Сразу вспоминаю времена майнинга, когда видеокарты были в большом дефиците и стоили абсолютно неадекватных денег. С теплотой вспоминаю это время, именно тогда я начал собирать ПК под заказ, да и сам немного майнил небольшим ригом из 6 видеокарт 1660 Super. Когда эфир сдулся, я начал майнить все, что только можно, включая Zephyr. Это криптовалюта, которую майнили на процессорах. Ее хорошо майнили Ryzen и Xeon, поэтому первые мои ролики в основном на Xeon. Вы иногда ругаете меня за то, что я покупаю дорогие вентиляторы, специально для вас купил вентиляторы подешевле. Цена указана за комплект из 5 вентиляторов и ARGB контроллера. 3 реверсивных вентилятора на вдув, 1 стандартный на выдув и 1 для замены вентилятора-кулера, чтобы все вентиляторы имели общий вид. Тут добавим немного магии монтажа. Да и тут не помешает.
Также, исходя из бюджета, выбрал недорогой, но хороший модульный блок питания от компании Jinza на 800 Вт. В начале видео я говорил, что бюджет данной сборки 50 тысяч рублей. Как вы, наверное, догадались, видеокарты в этой сборке не будет. Изначально блок питания рассчитывался под видеокарту 5070, которую клиент купит отдельно. Но по итогу он просто купил 5060 Ti на 16 гигабайт от компании Polit. Купил он ее за 49 тысяч рублей в ДНС, так что общая стоимость примерно 99 тысяч рублей. Но ее стоимость в сборку я включать не буду, так как она не попала в видео. Стоимость такой карты на Авито примерно 43 тысячи рублей, один минус, что нет гарантии. Если у вас есть идеи для игровых сборок, вы можете поделиться ими в комментариях. Мне и моим зрителям будет интересно почитать про разные варианты сборки. Возможно, некоторые из них я воплощу в реальность. Мне уже подали идею собрать ПК в корпусе от Apple Mac Pro, но я думаю, что лучше будет найти какой-то более пригодный для сборки аналог, который будет похож на Mac Pro. Кстати, для завершающей съемки я использовал 5060 Ti от компании MSI. Эту карту вы увидите в одном из следующих роликов. Как вам такая сборка? Поделитесь своим мнением в комментариях. Большое спасибо за то, что смотрите видео до конца и ставите лайки. Не прощаюсь с вами, скоро увидимся.